Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Дисбактериоз кишечника народными средствами. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Лечение дисбактериоза кишечника у взрослых и детей представляет собой длительный процесс, включающий в себя, помимо медикаментозной терапии, применение народных средств. Однако, заметив нарушение работы кишечника, не стоит пытаться лечить себя самостоятельно. Следует обязательно проконсультироваться со специалистом. Польза и эффективность народных средств лечения. Натуральные продукты, травы и растения, а также средства, изготовленные на их основе, помогают восстанавливать нормальную микрофлору кишечника, вне зависимости от того, по каким причинам произошло ее нарушение. Спровоцировать дисбактериоз может не только неправильное питание, но и стресс, инфекции, а также длительный прием антибиотиков. Поэтому при лечении дисбактериоза народные средства применяют так же часто, как и лекарственные препараты. Основными плюсами использования первых являются мягкое воздействие на кишечник, отсутствие побочных эффектов, польза для всего организма, доступность и легкость приготовления. Вспомогательным методом нормализации микрофлоры является соблюдение диеты, которая помогает снять нагрузку с кишечника и устранить раздражающие факторы. Такое комплексное воздействие дает возможность восстановить комфортное и безболезненное функционирование желудочно-кишечного тракта. Средства народной медицины для лечения дисбактериоза. Средства, приготовленные в домашних условиях, включают в себя простые ингредиенты, которые можно приобрести в аптеке или на рынке. Важно убедиться в их качестве и чистоте, а также дополнительно обработать, вымыть, просушить, почистить. Льняной коктейль. Для его приготовления нужно взять цветы и листья ромашки, мелисы, зверобоя в равных количествах по 4 чайные ложки, семена льна 3 столовые ложки. Ингредиенты смешать между собой. 2 столовые ложки получившейся смеси запарить 2 стаканами кипятка. Дать настояться средству 5-6 часов, затем процедить. Пить по полстакана 3 раза в день перед едой. Продолжительность лечения 2 недели. Лен обволакивает стенки желудка и способствует лучшему усвоению питательных веществ. Настой коры дуба. Кору дуба лучше купить в аптеке, где средство уже обработано и очищено специальным образом. 1 столовую ложку сырья залить стаканом кипятка, пропарить 15-20 минут на водяной бане. Дать настояться до полного остывания. Пить по 1 стакану 2 раза в день. Продолжительность лечения 10-14 дней. Детям принимать средства по 1 столовой ложке за 20 минут до еды. Настой коры дуба обладает противовоспалительным и вяжущим действием. Домашняя сыворотка. Полезную сыворотку можно приготовить в домашних условиях. Для этого потребуется кефир. Стакан кефира поставить в емкость с горячей водой и подождать. Через некоторое время кефир разделится на сыворотку и творог. Отделить и процедить. Пить теплую сыворотку по 1 стакану натощак. Длительность лечения 7-10 дней. Детям давать по 80-100 мл в день. Сыворотку лучше делать в домашних условиях, а не покупать готовый продукт. Простокваша из чеснока. Чеснок известен своими антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Ингредиенты. 1 литр молока, 5-6 кусочков черного хлеба, 1 зубчик чеснока. Молоко довести до кипения, налить в несколько стаканов и дать остыть. Черный хлеб нарезать кусочками и добавить во все стаканы. Примерно через сутки образуется простокваша. Употреблять простоквашу несколько раз в день на протяжении 2 недель. Чесночная простокваша оказывает благоприятное влияние на кишечник, снимая воспаление.
Травяные сборы. Чаще всего используются такие составы: зверобой, шалфей, тысячелистник и ромашка. Ромашка, мята, золототысячник, семена укропа и фиалка. Березовые листья, коринка, шелковица и корень валерьяны. Некоторые травяные сборы продаются готовыми в аптеке. Взять травы в равных частях и перемешать. После чего 1 столовую ложку готовой смеси залить 1 стаканом кипятка и дать настояться 2 часа. Принимать по 100 мл 3 раза в день до еды. Длительность лечения составляет 2-3 месяца. Детям лучше давать ромашковый чай. Он обладает мощным антисептическим действием. Отвар ребенку можно пить по 2-3 глоточка на протяжении дня, чтобы общий объем за сутки составил 200-250 мл. Настой из черемухи. 1 столовую ложку черемухи залить стаканом кипятка и дать настояться 2-3 часа. Пить в течение дня по 2-3 глотка. Длительность лечения 2 недели. Настой из плодов черемухи оказывает вяжущее действие. Мед и прополис. 1 чайную ложку прополисного меда развести в стакане теплой воды. Пить 2 раза в день после приема пищи. Прополисный мед – комбинированный продукт, представляющий собой прополисно-медовую смесь. Отвар на основе гранатовой корки. Для приготовления настоя нужно высушить корки граната. 15 грамм сушеных корок граната залить 300 мл кипятка и дать настояться 40-60 минут. Принимать отвар каждые 3 часа по 30 мл. Продолжительность лечения 2 недели. После чего сделать перерыв на 7 дней. Высушенные гранатовые корки благоприятно воздействуют на микрофлору кишечника. Рецепт отвара из полыни. Можно собрать траву самостоятельно, но лучше купить в аптеке, чистую и обработанную. Поскольку полынь считается условно ядовитым растением, то концентрация отвара должна быть небольшой. 1 чайную ложку полыни залить 1 литром кипятка и дать настояться не более 10-15 минут. Затем процедить и остудить жидкость. Принимать по 100 мл отвара 2 раза в день до еды. Отвар из полыни эффективен при расстройстве кишечника, диарее. Отвар из семян подорожника. 1 чайную ложку сушеных семян залить стаканом кипятка и настаивать 2-3 часа в термосе. Отвар принимать по 40 мл 3 раза в день. Диета при дисбактериозе. Диета при дисбактериозе – это организация лечебного питания, которая своей главной задачей имеет нормализацию нарушенного баланса микрофлоры кишечника. Диетические блюда обязательно должны составлять основу рациона больного, так как именно они являются базой терапии всех расстройств органов желудочно-кишечного тракта, наряду с народным лечением. Иногда, просто нормализовав свое меню и откорректировав образ жизни, можно добиться полного выздоровления. Тем не менее, дисбактериоз кишечника – это следствие серьезных нарушений в организме человека, которое должно быть устранено вместе с доктором. Именно врач помогает пациенту составить оптимальное в его случае меню, исключить нарушающую работу кишечника продукты. Задачи диетического питания при дисбактериозе. Восполнение потребностей организма в питательных веществах, которые призваны компенсировать затраты энергии. Восстановить нарушенную моторную функцию кишечника. Восстановить нарушенный метаболизм. Восстановить микрофлору кишечника. Что можно есть при дисбактериозе? Если дисбактериоз сопровождается запором, то пациентам рекомендуется включать в рацион блюда, которые способствуют усилению моторной функции толстой кишки. Выраженным послабляющим эффектом обладают не подвергшиеся обработке овощи и фрукты, сухофрукты. Особое внимание следует уделить кураге и черносливу. Не стоит игнорировать вареные и тушеные овощи, а также молочно-кислые продукты.
Если дисбактериоз сопровождается поносом, то пациенту будут полезны продукты с высоким содержанием танина. Среди таковых крепкий чай, какао без молока, черника, черемуха – все блюда, обладающие вязкой консистенцией. Итак, при дисбактериозе к употреблению разрешены следующие продукты и блюда. Если преобладает диарея, сухари и подсушенный хлеб. Следует снимать поджаристую темную корочку перед употреблением. Несдобное печенье. Обезжиренные бульоны, приготовленные на мясе или на рыбе. Возможно добавление в суп отваренных круп, перетертого мяса. Любая рыба, но только не жирная. Способ приготовления – кнели, котлеты или фрикадельки, либо в цельном виде на пару и отварная. Только не жирный творог, простокваша, кефир, сметана, неострый сыр по мере затухания процесса воспаления. Не более 2 яиц в сутки. Способ приготовления – на пару, отварные в смятку или при добавлении в супы. Закуски запрещены. В сыром виде можно только перетертые яблоки. Рекомендуется на десерт готовить кисели и желе. За основу можно брать грушу, айву, черемуху, кизил и иные плоды, богатые танином. Немного сливочного масла можно добавлять в блюдо, заправка только на основе обезжиренного бульона. Черный и зеленый чай, какао и кофе на воде, отвары трав, смородины, черемухи. Небольшое количество сливочного масла. Если преобладают запоры: подсушенный бисквит, вчерашний хлеб, хлеб из муки второго сорта, печенье несдобное, супы на овощном бульоне, на мясном бульоне, но не слишком крепком и жирном. Нежирная рыба. Способ приготовления – не рубить, в цельном виде. Рыбу можно отваривать и запекать. Разрешены морепродукты. Молоко, кефир, ряженка, сметана, творог, сливки, неострые сыры. Не более 2 яиц в сутки. Можно готовить их вкрутую. Разрешены паровые омлеты. Салаты на основе сырых овощей с заправкой из растительного масла, сметаны. Нежирная ветчина, закуски из вымоченной сельди, заливное. Любые свежие фрукты и ягоды, сухофрукты. Мармелад, пастила, варенье, мед. Соусы с добавлением зелени. Соусы на мясных и рыбных бульонах. Томатный соус, сметанный соус. Чай с молоком, отвар шиповника, овощные и фруктовые соки. Сливочное масло, растительные масла. Отдельным пунктом в разрешенных продуктах при запорах идут овощные блюда. Их необходимо есть как можно больше, так как они содержат трудноперевариваемую клетчатку и способствуют скорейшему продвижению пищевого комка по кишечнику. Полезны будут такие отварные и свежие овощи, как свекла, салат, морковь, помидоры, кабачки, тыква, цветная капуста. Можно тушить белокочанную капусту, чтобы она не способствовала повышенному газообразованию. Что нельзя есть при дисбактериозе? Большинство нерекомендованных к употреблению при дисбактериозе продуктов находятся под запретом и при иных болезнях органов пищеварения. При составлении меню необходимо учитывать то, по какому типу расстройства протекает дисбактериоз. Преобладают у больного запоры или диарея, так как список блюд будет варьироваться. Итак, при дисбактериозе запрещены следующие продукты. Если преобладает диарея: все мучные изделия, кроме подсушенного хлеба, жирные бульоны, молочные супы с макаронами, все жирное и переработанное мясо, кусковое жилистое мясо, колбасы, консервы и прочее, вся жирная рыба, икра, рыбные консервы. Запрещено цельное молоко, яичница, сваренные вкрутую яйца, а также в сыром виде, сырые овощи. Закуски запрещены. Свежие ягоды и фрукты, все кондитерские изделия, в том числе мед и варенье. Острые, пряные, жирные соусы, майонез, кетчуп, горчица. Пшено. Если преобладают запоры:
Любые изделия, изготовленные из муки высшего сорта. Разрешены все супы, кроме тех, которые приготовлены на жирном бульоне. Жирное мясо, гусь, утка, консервированные мясные продукты. Прошедшее копчение соленой рыбы. Рыбные консервы. Разрешены любые молочные продукты. Яичница. Чеснок. Сырой лук, грибы, редька, редис, репа. Закуски с добавлением копченостей или жирных острых продуктов. Айва, кизил, кисели, кондитерские изделия на основе крема, черника. Горчица, острые соусы, жирные соусы. Рис, манка, бобовые, макароны. Автор статьи – Кузьмина Вера Валерьевна, врач-диетолог, эндокринолог. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.